Итак, это Илья. Поговорим в этом видео про причины алкоголизма. Я несколько раз слышал от пьющих личностей такие выражения, что-то вроде «я алкоголик», «я понимаю, что я алкоголик». И мне было немного странно это слышать, так как у меня самопроизвольно появлялся вопрос в голове. Если ты понимаешь, что ты алкоголик, то почему ты до сих пор пьешь? Вообще, какой смысл имеет эта фраза из уст алкоголика? Думаю, что никакого. Все, что не произносится из уст алкоголика, это оправдание своего алкоголизма. Мне в этот момент вспоминаются дигроиды, которые взбалтывают красное вино в бокалах для его дегустации. Это какая-то, видимо, особенная форма многоступенчатого оправдания алкоголизма. Алкоголик не знает на самом деле, что значит быть трезвым, потому как оправдание своего алкоголизма для него находится на первом месте. Быть трезвым значит не испытывать потребности в изменении состояния своего сознания. Ведь так или иначе это и есть причина употребления алкоголя. Она возникает на фоне того, что ты не принимаешь свое текущее состояние. Приведу метафорическую аналогию с одним из видов паразитов, существующих в природе. Этот паразит паразитирует на муравьях и заставляет их действовать нехарактерным для них образом. То есть муравей заползает вверх по стеблю растения, там погибает, а затем из головы этого муравья прорастает стебель этого паразита. После того, как стебель вырастает, на его конце лопаются споры этих грибковых паразитов, и насекомые, оказавшиеся поблизости, заражаются этими спорами. То есть алкоголик, по аналогии с этим зараженным муравьем, может думать, что он действует по своей воле, но он действует исходя из неспособности контролировать свое состояние. Алкоголик не знает своего диагноза, даже если он и говорит, что он алкоголик. И не имеет значения, корчит ли он из себя астета, дегустирующего спиртосодержащее пойло, либо же встречается с друзьями на лавочке в столь долгожданную пятницу, чтобы выпить безобидного в кавычках пива. Хотя пятница, усталость, напряженная рабочая неделя, желание расслабиться – это всего лишь повод, но не причина. Аналогия с питьем воды из грязной лужи. Я думаю, что не существует ни одного человека на свете, который пил бы грязную воду из лужи, оправдывая это своим плохим эмоциональным состоянием. Но в случае с алкоголиками происходит именно это. Только на месте воды из лужи оказывается алкоголь. Существует такая дегенеративная формулировка, как «культурно пить». Так вот, получается, что есть культурное питье грязной воды из лужи, при том, что алкоголик платит за то, чтобы пить воду из лужи. Я думаю, что с позиции какого-нибудь рабовладельца это было бы идеальной картиной, когда его рабы употребляют напиток, поддерживающий их в рабском состоянии, да еще и платят за него свои деньги. Никакой вид употребления воды из лужи не отменяет сам факт ее употребления. То есть это не зависит от того, какими благородными словами вы это называете. Не существует выбора пить или не пить. На самом деле вы можете пить, а можете и не пить. Но имеет ли это значение, если вы испытываете в алкоголе потребность? Ведь отсутствие питья не отменяет саму потребность в нем. Я слышал, как люди говорили о том, что они не пьют год, 7 лет и так далее. Но какое это все имеет значение для человека, который не испытывает потребности в алкоголе? Какая разница, сколько он пьет и сколько он не пьет, если он не испытывает потребности в алкоголе как таковом? Алкоголик не знает ответа на главный вопрос. Уж если человек думает, что ему нужно перестать пить, и если он до сих пор пьет, то он должен ответить на один главный вопрос. Зачем не пить? Так как существуют объективные причины того, почему он начал пить.
пить. То есть он может физически не употреблять алкоголь, но если он испытывает потребность в нем, он не перестает быть алкоголиком. То есть нужно понять, что в текущем моменте побуждает хотеть пить алкоголь. Как справиться с вредной привычкой? На самом деле, чтобы избавиться от любой вредной привычки, нужно перестать мыслить с позиции прошлого или будущего, а именно подходить к своему состоянию с точки зрения настоящего момента, потому как ты живешь не в прошлом и не в будущем, ты живешь в настоящем моменте. И только находясь в настоящем моменте, ты сможешь поставить себе точный диагноз в виде твоей зависимости. Без постановки тобой такого диагноза себе же ты не увидишь, что является зависимостью.